Итак, тема моей лекции — педагогика конфликта, моя педагогика конфликта против утопии Макаренко. Итак, педагогика как наука, первый вопрос. Педагогика на сегодняшний день является не позитивной наукой, то есть по существу лженаукой, собранием морализаторских и утопических пожеланий, сеять разумное, доброе, вечное, кормушкой для лжеученых, стремящихся получить научную степень без всякого собственного научного вклада. Издевательский ответ педагогам со стороны нарушителей школьной дисциплины выражен в словах известной песни: «А ты давай, газеточки почитывай, а ты давай, меня перевоспитывай». Нельзя строить школу как реальную организацию на утопических идеях Макаренко. Нужно развеять этот утопический сон, лишить утопию ее обаяния. Нужно смотреть на школу трезво. Как бы ни прекрасна была ложная идея, это не прибавит ей истинности. В результате применения на практике утопической теории Макаренко в современной российской школе сложилось тяжелое положение с дисциплиной. Как можно решить эту проблему? Каким способом эта проблема успешно решена на Западе? Макаренко предлагал построить колонию для малолетних преступников и бродяг на моральном контроле, самоуправлении и давлении на колониста со стороны малых групп. Но возможно ли это в принципе? Коммунисты-утописты тоже предлагали вообще отменить социальный контроль в обществе как эксплуатацию человека человеком. Но из этой затеи ничего не вышло. По моему мнению, ни одна организация не может быть построена на моральном контроле, то есть на угрозе применения таких санкций, как похвала или брань. На моральном контроле могут быть построены не организации, а только малые группы, например, семья или группа друзей, численность которых не может превышать 15 человек, тогда как численность организации, то есть колонии или школы, может достигать нескольких тысяч. В среднем в школе где-то 500 человек. Как вы построите на моральном контроле? Это утопия. Поэтому организация может быть построена только на вооруженном, то есть на телесном наказании, как в тюрьме, административном или экономическом контроле. В период правления Леонида Брежнева учитель фактически был лишен возможности применять какие-либо санкции по отношению к ученику за плохое поведение, ставить ученику неудовлетворительные отметки за год, отчислять и оставлять ученика на повторный курс обучения. Всем ученикам было гарантировано полное среднее образование, даже в том случае, когда этот ученик не хочет учиться или мешает учиться другим. На повторный курс обучения могли оставить только тех учеников, кто месяцами вообще не посещал школу. Если учитель в то время попробовал поставить ученику неудовлетворительную отметку, то администрация заявляла этому учителю, что он не умеет учить, и сам себе поставил неудовлетворительную отметку. Как сегодня можно наказать ученика за плохое поведение? Единственное сомнительное наказание — вызов родителей в школу для беседы, но они пробуют не прийти или прийти с целью жалобу на этого учителя в вышестоящей инстанции. В современной российской школе по-прежнему не имеет никакой возможности наказать ученика за плохое поведение.
Пользуясь этим безвластием в школе, ученики провоцируют учителей на конфликты, издеваются над учителями, устраивают групповые срывы урока, провоцируют на рукоприкладство, снимают это на видеокамеры и пишут жалобы на них в вышестоящие инстанции, что приводит к увольнению этих учителей или даже к лишению свободы. Появились случаи, когда ученики избивают и даже убивают учителей за плохие отметки. Ну, например, в городе Березники в лицее номер 1 ученик перерезал горло учителю прямо на уроке. Ну, правда, учителя спасли, но я думаю, ученика никак не накажут. В советские времена, я застал это время, по крайней мере, могли отправить школьного хулигана в колонию на ну, например, плюнул в лицо учителю. Я сам 2 раза отправлял, ну, доставлял этих учеников, школьных хулиганов, в отделение милиции. Ну вот так. А сейчас даже в колонию отправить невозможно. А ученика нельзя отчислить из школы до того момента, когда ему исполнится 15 лет. И так далее. Ученики сегодня прекрасно знают свои права и при каждом удобном случае заявляют учителю, что он не имеет права ставить неудовлетворительную отметку за плохое поведение. Администрация школы требует от учителя навести порядок с дисциплиной на уроке, но не предоставляет в его руки возможности применить наказание против нарушителей дисциплины. Таким образом, учитель попадает в безвыходное положение. Если руководителя любой организации полностью лишить возможности применять санкции по отношению к подчиненным, то такая организация прямо на глазах начинает разваливаться, возникают непреодолимые конфликты между руководителями и подчиненными. Подчиненные начинают командовать руководителями. Ну, то есть овцы начинают командовать пастухами. Утопия. Если в период огораживания в Англии овцы съели людей, то в современной российской школе овцы командуют пастухами. Нравится нам это или нет, но общество в целом и любая организация в частности, например, школа, построены на отношениях конфликта и контроля. Конфликта за власть между гражданами или сотрудниками. Любой подчиненный мечтает стать руководителем, испытывает чувство протеста в ответ на применение к нему отрицательных санкций. И поэтому такой подчиненный стремится к конфликту со своим руководителем при любом удобном случае, когда в этом конфликте у подчиненного появляются шансы на успех. Например, когда начальник не умеет или не имеет права наказывать подчиненных. Вывод. Прекрасное, на первый взгляд, устройство колонии Макаренко является художественным вымыслом великого сказочника. Педагогическая наука, как и всякая наука, не должна опираться на художественный вымысел при строительстве школы. Существует свидетельство, что даже Макаренко столкнулся с большими трудностями при организации реальной жизни колонии на одних примитивных моральных стимулах. Он неоднократно подвергался оскорблениям со стороны рядовых колонистов и срывался на братство. После увольнения Макаренко из колонии Дзержинского, эта колония превратилась в обычную колонию для малолетних преступников, где снова появился карцер и высокий забор с колючей проволокой. Моральный контроль – это очень древнее и примитивное изобретение эпохи первобытного общества.
Макаренко был прав в том, что моральное давление на ученика со стороны малой группы является великой силой. Но никто не может гарантировать, что нормы, предъявляемые учителем, будут совпадать с нормами, предъявляемыми неформальными лидерами класса. Чаще бывает, что учитель находится в состоянии конфликта с неформальными лидерами в борьбе за власть на уроке. Поэтому учитель и неформальный лидер предъявляют к ученикам противоположные нормы и противоположные психологические явления. Например, учитель старается вознаградить старательных учеников, а неформальный лидер организует третирование заучек и ботаников. Никакое самоуправление по модели Макаренко не позволит педагогу без применения суровых санкций подчинить своей воле неформальных лидеров, которые никогда не согласятся добровольно отказаться от претензий на власть в школе. Нельзя, и никто не предлагает строить современную школу на телесных наказаниях, хотя розги широко применялись в английской школе вплоть до конца 20 века. Ученики никогда не будут работниками, поэтому нельзя построить на экономическом контроле. Единственный возможный вариант – это школу на административном контроле, то есть на угрозе отчислить ученика из школы. Следующий вопрос. Система сортировки учеников в Британии как образец для подражания в России. Школьная система в Англии включает систему сортировки, стриминг, от английского стрим, поток, течения. Эта система заключается в сортировке учеников или потока на основании тестов и наличия денежности у родителей в возрасте 11 лет. Учеников после 4 класса направляют в 4 сорта школ. Первый сорт – частные, платные, привилегированные, отличные школы. Второй – технические школы, хорошие. Третий сорт – средняя, современная, посредственная школа. Ну и четвертый сорт – технические или плохие школы, ну это ПТУ. После 4 класса имеет право отправить в ПТУ. После ПТУ он никуда в вуз, то есть в университет, не поступит. Просто нет права. Никакого равенства. Трудовые школы имеют низкий уровень преподавания и низкий престиж аттестата. Трудовые школы – это аналог российского ПТУ, где главный предмет – это труды, где главным образом учат пилить и строгать, а не историю и английский язык, где обучают простым рабочим профессиям, а не занятиям бизнесом, политикой или другими высококвалифицированными профессиями. Если в трудовой школе ученик проявляет склонность к неповиновению преподавателям, то преподаватели имеют возможность отчислить его за плохое поведение, лишить его возможности получить даже простую рабочую профессию и заработать себе на кусок хлеба. То есть после отчисления ему только одна дорога – в грузчики. Таким образом, в руках у современного английского педагога появляется возможность применить административные санкции к ученику за плохое поведение, отправить его в школу низшего сорта или вообще лишить его возможности получить образование. Разница между английской и российской школами состоит в следующем. В Англии можно отчислить ученика из школы в 11 лет, отправить его в ПТУ. А в России вообще нельзя отчислить после 11 лет. В Англии есть 4 сорта школ, а в России нет официальной системы сортировки школ по качеству обучения.
В Англии плохой ученик и его родители вынуждены искать школу, которая согласится его учить. А в России хороший педагог и хороший ученик вынуждены искать школу с приемлемым уровнем дисциплины и хорошим качеством контингента. Распространенное возражение против отчисления учеников из школ состоит в том, что ученик не в состоянии понять всей полноты опасности этого отчисления для своей дальнейшей судьбы. По моему мнению, если даже ребенок не в состоянии понять степень этой опасности, то обязанность родителей в том и состоит, чтобы это объяснить. То есть школьному хулигану отец должен врезать ремня, чтобы он сидел на уроке и молчал хотя и не мешал другим, и не оскорблял учителя. Но если не понимает, школа должна иметь возможность отправить его в колонию за оскорбление или избиение учителя. Видимо, в Министерстве образования боятся возмущения и протестов со стороны родителей плохих учеников. По моему мнению, такие протесты будут только со стороны родителей плохих учеников, а родители хороших учеников будут только рады введению подобной системы сортировки. Сегодня из-за переходов учеников из школы в школу все равно происходит стихийный процесс формирования системы сортировки школ по качеству контингента. Введение системы стриминг в России позволит узаконить эти стихийные процессы. Следующий вопрос. Основные положения педагогики конфликта, моей педагогики конфликта. Школа должна готовить ученика к трудностям будущей жизни. Если человеческое общество построено на отношениях конфликта и контроля, расслоения на богатых и бедных, нанимателей и наемных работников, то к этому нужно готовить уже в школе. Нужно воспитывать у учащихся готовность к подчинению, когда это нужно, и готовность вступить в конфликт, когда есть шансы на успех в стремлении к власти. Мои наблюдения за судьбами нарушителей школьной дисциплины показывают, что из-за отсутствия этой готовности к подчинению и слишком высоких амбиций эти школьные хулиганы впоследствии имеют большие проблемы в жизни, оказываются неспособными ни работать, ни учиться в вузе. Без этой способности, этой готовности, они часто становятся нарушителями трудовой дисциплины. Они становятся безработными, алкоголиками, преступниками, наркоманами или в качестве исключения индивидуальными предпринимателями. Родители, которые в прошлом обвиняли школу во всех грехах, получают огромные проблемы с трудоустройством своих совершеннолетних детей. Таким способом судьба мстит родителям за жалобы на учителей. Вывод. Прекрасные на вид педагогические идеи Макаренко на практике оказались такой же вредной утопией, как и научный коммунизм Карла Маркса. Нужно дать право школе отчислять ученика из школы, начиная с 11 лет в России. Нельзя давать ученику гарантию получения полного среднего образования. Нужно построить в России систему сортировки учеников, стриминг, по английским образцам.